Привет, друзья! Художник, поэт и фигурист, чемпион России и Европы. Насколько эти слова соединяются в одном человеке, на личном примере показывает юный Марк Кондратюк. Молодой человек использует всевозможные ресурсы, продвигая свое творчество в массы. При этом успевает заниматься спортом и заявляет о себе на разных соревнованиях. Далее мы расскажем, как живет Марк Кондратюк, биография и интересные факты. Разумеется, не забудьте подписаться и поставить лайк, если еще не сделали этого. А мы начинаем. Марк родился 3 сентября 2003 года в Подольске. О ранней биографии фигуриста известно мало, несмотря на то, что тот активно пользуется социальными сетями. Благодаря информации из его аккаунта во ВКонтакте, поклонники юного таланта узнали, одиночным катанием на коньках он начал заниматься еще в возрасте 2,5 лет. А его первым тренером стала Сапронова Людмила Алексеевна, которая преподавала в СШОР «Москвич». К своей золотой медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге Марк Кондратюк шел долго и упорно. Фигурист целый год поражал блестящими выступлениями, доказывая, что в ответственный момент на него можно положиться. Именно он принес стране заветную 3-ю олимпийскую квоту, а ведь совсем недавно Марка бесцеремонно списывали со счетов. Ученик Светланы Соколовской едва не бросил спорт из-за тяжелой болезни и ушел в искусство, преуспев и там. Кондратюк обрел популярность как яркий фигурист-художник с необычным взглядом на мир. Спортсмен устраивает личные выставки и транслирует свои идеи через экспериментальные постановки. Такого таланта наше мужское одиночное катание не видело уже очень давно. Удивительное восхождение Марка Кондратюка началось еще в прошлом сезоне. Имя фигуриста было не на слуху, поэтому особенно высоких результатов от него не ждали. Ученик Светланы Соколовской долгое время выступал слабо, допуская грубые ошибки в прокатах. Однако все изменилось, когда спортсмен, отобравшись на чемпионат страны в Челябинске, смог пробиться в 3 призеров. Марк громко заявил о себе, став главной сенсацией турнира, и продолжил самостоятельно писать свою историю. Сказочным моментом стало его участие в Кубке Первого канала, где Кондратюк в очередной раз устроил феерию в произвольной программе, доведя до слез капитана своей команды Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира эмоционально отреагировала на яркий прокат Марка. Фигурист будто слился с музыкой и воодушевленно передавал каждое движение. Успех спортсмена заставил нашу федерацию присмотреться к нему, и тогда чиновники решили дать Марку шанс проявить себя. Кондратюку досталась почетная и ответственная миссия по добыванию 3-й олимпийской квоты для России. С этой задачей воспитанник ЦСКА справился блестяще. Несмотря на ошибки, он завоевал бронзовую медаль на квалификационном турнире Небельхорн Трофи, пропустив вперед только опытных Винсента Джоу и Адама Сяо Химфа. Ну а в самом начале 2022 года Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы. 18-летний спортсмен получил в сумме за 2 программы 286,56 балла. Для Кондратюка этот чемпионат Европы стал первым в карьере. В десятке оказалось еще 2 россиян. Андрей Мазалев занял 4-е место. Он набрал 265,65 балла. Евгений Семененко стал 5-м, у него 260 баллов. Затем фигурист столкнулся с проблемой в виде травмы спины. Сильная боль не позволяла ему набрать оптимальную форму, из-за чего страдало качество катания. Перед национальным первенством в Санкт-Петербурге за Марка было тревожно. Но он не только не сдал позиции, но и резко взлетел вверх. 2 прекрасных выступления позволили ему набрать фантастические баллы и стать новым чемпионом страны. После победы Кондратюк не смог сдержать слез, ведь до последнего не верил, что среди 18 сильных претендентов заветную медаль получил именно он. На пресс-конференции Марк отчаянно не хотел признавать себя лидером сборной, понимая, что для этого звания еще нужно не раз показать себя на крупнейших стартах. Подопечный Светланы Соколовской, как никто другой, знает, какой ценой дается признание. Ведь еще несколько лет назад Кондратюк мог завершить карьеру и навсегда покинуть спорт, так и не успев сверкнуть из-за болезни Озгуда Шляттера. Серьезный недуг помешал реализоваться талантливому ученику Этери Тутберидзе Даниилу Самсонову. Фигурист до сих пор борется с последствиями сложного заболевания суставов, которое сопровождается сильной болью в теле даже при обычной ходьбе, не говоря о физических нагрузках. Лечение и реабилитация в данном случае – процесс трудоемкий, а процент успеха у спортсменов не слишком высок. Марку Кондратюку повезло, ему удалось справиться с тяжелым недугом и вернуться в строй.
Был момент, когда я год вообще не катался, у меня очень сильно болели колени из-за болезни Шляттера. Сколько лет тогда было? 13-14. Потом после этого год как-то пытался понемногу кататься, но преимущественно протирал лед. Когда колени начали постепенно проходить, понял, что не могу без фигурного катания, и надо хотя бы попробовать встать на коньки. Светлана Владимировна меня все время ждала, и я ей безумно благодарен за это, рассказывал Кондратюк Матч ТВ. Благодаря тренировкам в ЦСКА Марк преодолел все невзгоды и вышел на принципиально новый уровень. Теперь фигурист радует зрителей своими необычными программами и показательными номерами, а создавать их ему помогает увлечение искусством. За пределами катка Кондратюк является успешным художником. 18-летний спортсмен рисует абстрактные картины, организует выставки и пишет стихи. При этом предпочтения чемпиона России довольно специфичны. Из направлений фигурист выделяет супрематизм и экспрессионизм и работает, опираясь на шедевры мировой живописи и литературы. Интерес ценителей к творчеству Марка помог ему организовать 2 личные выставки. Одна из них получила название «Поздно» и была посвящена современным проблемам и переживаниям человека. Фигурист нередко поднимает сложные вопросы в своих полотнах, однако не всегда его замысел лежит на поверхности. Многие люди видят условную мазню, и для них это и есть мазня. Но важны и контекст, и когда сделано произведение, что было с самим художником, что было в мире, ну и в принципе сама идея, которую он закладывал. С виду это может быть странное и непонятное, а на деле, если разобраться, все встает по полочкам, говорил он в интервью Первому каналу, намекая, что точно так же происходит с его картинами и выступлениями на льду. Все программы Марка выделяются на фоне остальных своей экспрессивностью и нестандартной структурой. Особенно это заметно в постановках этого года, которые во многом шокировали публику, сначала расстроив, а затем введя в настоящий экстаз. Произвольная на музыку из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» стала чуть ли не главной экспериментальной программой года. Смелый выбор спортсмена и его тренерского штаба впечатлил судей и болельщиков. По признанию Кондратюка, эта композиция была своеобразным вызовом для него, поскольку она вынуждает кататься на пределе возможностей. Без нерва в исполнении музыка съела бы фигуриста. К счастью, Марк отлично знает, как войти в роль и поймать кураж. Порой он забывается и импровизирует прямо во время выступления. Даже на чемпионате России спортсмен изменил дорожку шагов, но в итоге только выиграл от этого. В составлении своих программ Кондратюк принимает самое активное участие. Его номера получаются самобытными, полными особой авторской позиции. Марк привносит в них свою философию, отчего эти истории становятся глубоко личными. Например, в короткой программе под саундтрек из сериала «Великолепный век» чувствуется влияние экспрессионистских взглядов фигуриста, что отражается на композиции постановки и ее хореографии. Мерный перестук в начале номера и движение рук спортсмена, напоминающие ход стрелок часов, отсылают нас к одному из главных символов творчества Кондратюка. Хтоническое чудище из мифологии Уроборос стало темой последней выставки Марка. Он олицетворяет собой двойственность жизни и незыблемость времени и изображается в виде змея, кусающего себя за хвост. Вы только посмотрите, как интерпретирует этот образ Марк на бумаге, а затем пересмотрите его выступление на льду. Уверяю, вы не будете разочарованы. Это что-то новое для меня. Такого в жизни я еще не катал, и мне очень интересно. В этой музыке и программе есть что-то этническое, может быть даже несколько надменное. Это уже совсем другой образ. Говорил об этой постановке сам спортсмен. Кажется, экстраординарного и интересного фигуриста наше мужское одиночное катание не видело уже очень давно. Сама Светлана Соколовская поделилась мыслями о будущем своего ученика Марка Кондратюка, который выиграл чемпионат Европы 2022. Как думаете, у Марка есть возможности стать великим фигуристом, по-настоящему великим? Великим. Великий – это для меня совсем другое. Великий – это врач, который спасает жизни, изобретатель, ракетостроитель, кто-то масштабный, не спортсмен. Не хочу никого обидеть, но лично мне так кажется. У Марка есть потенциал и желание развиваться. Конечно, все фигуристы хотят золота, даже если не говорят об этом. Но мне хотелось бы, чтобы он остался в памяти у людей, как Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, тот же Юдзуру Ханю, как Бестемьянова Букин, Роднина Зайцев. Это же имена на всю жизнь. Вот Марк, если продолжит развиваться, имеет возможность остаться в памяти людей на многие-многие десятилетия. Хотя, знаете, сейчас вот нормального человека на улице спроси, никто ведь никого из фигуристов не знает. Это сейчас только что-то стали показывать. А раньше на Плющенко, Ягудина ходили, Бестемьянов Букина, Леничук Карпоносова, Ира Слуцкая. Иру, кстати, очень уважаю. Гениальная она фигуристка была. Вот опять же не великая, а гениальная. Мне так больше нравится. На вопрос, может ли спортсмен быть великим, она ответила так.
Но я слова «спортсмены великий» не сочетаю. Яркий, запоминающийся, гениальный даже может быть – это да. Но это совсем другое. Не знаю, но «великий» для меня это слово совсем из другой области. Никого не хочу обидеть ни в коем случае. Просто у меня вот так. И мне хотелось бы, чтобы Марк остался в сердцах людей. А если это еще и судьи оценят, это уже прямо вау. Но, конечно, всякое еще будет. И подъемы, и провалы. Все еще поменяется. Но надо это выдержать и остаться в памяти публики. Чтобы тебя любили, знали и поддерживали. Сказала Соколовская. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.